Каждую зиму возникает один и тот же вопрос, связанный со здоровьем кожи. Как правильно ухаживать за ней, чтобы избежать сухости, шелушения, стянутости? Отсутствие правильного ухода ведет к преждевременному старению. Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук, я врач-косметолог и главный врач клиники. Сегодня разбираем 5 фишек и 5 ошибок в уходе за нашей кожей зимой. Дело даже не столько в холоде, сколько в перемене температур. Когда мы выходим на улицу, там холодно, когда заходим в помещение, очень часто работают сплит-системы, очень часто какие-то резкие перепады приводят к тому, что кожа резко высыхает, теряет свою влагу прямо моментально. Теперь представьте, что происходит с вашей кожей в этих условиях. Мы начинаем питаться не очень правильно зимой. Хочется добавить сладкого, хочется жирной пищи, хочется каких-то ярких вкусовых ощущений, потому что на улице все довольно такое серенькое и такое неяркое. Это, в общем-то, закономерно. Когда солнце у нас присутствует, наша кожа совершенно по-другому себя ощущает. В недостатке солнца, да, наша кожа страдает, она сохнет, она вянет, она становится тусклой, некрасивой, такое, меняется жаровой обмен и появляются комедоны у кого-то впервые. Еще зимой мы избегаем нормального увлажнения. Кажется, что раньше даже советы такие были в разных пабликах, что если вы вдруг зимой наносите увлажняющий крем, то не выходите сразу на улицу и вообще избегайте его. Якобы он кристаллизуется и как-то там чего-то ранит кожу. На самом деле все глупости. На поверхности человеческой кожи все те же самые 36,6 градусов. Это основа выживания человека, температурный режим. В итоге кожа сохнет больше, чем летом, и поэтому она страдает. Когда кожа обезвожена, это очень легко определить. Любой из вас может сделать простой щипковый тест, так называемый. Можно взять свою кожу под глазками, вот здесь, или на тыльной поверхности кисти, или на декольте, сжать ее, подержать 10 секунд, прям досчитать до 10, отпустить, и этой складки вообще не должно быть в этот же момент, нигде. Если складка остается, вот такой заломчик щипковый, то это значит, что ваша кожа обезвожена. Еще один момент. Если вы умылись просто водой или каким-то средством, промокнули кожу полотенцем, и она стянулась, это тоже показатель обезвоженности. Еще один показатель обезвоженности. Если ваша кожа начинает блестеть от жира, потому что водно-жировая мантия или гидролипидная формируется из двух компонентов, из воды и жира. Если ваша кожа блестит в Т-зоне, в центральной зоне лица, если носик покрывается капельками жира и начинает блестеть лоб, это означает, что в вашей коже мало воды, а много жира. Также сухость кожи и обезвоженность выражается следующими симптомами. Когда у вас сохнут глаза, роговицы глаза, когда область век становится у вас такой негладкой, неупругой и появляются морщинки. Сюда же относится шелушение, стянутость, ощущение жжения, ощущение покалывания и, в общем-то, такой дискомфорт кожный, он может проявляться в области лица и в области кисти. Это тоже все симптомы обезвоженности кожи и недостатка увлажнения. Чем отличается уход зимний от всякого другого ухода? Наличием в вашем уходе увлажняющих средств, сывороток, кремов и масок. Итак, 5 ошибок в уходе за кожей зимой. Ошибка первая. Мыть свою кожу до скрипа горячей водой, особенно с каким-то обезжиривающим средством. Мыло, например, это скрабы, это эксфолианты, это все то, что домывает кожу буквально до скрипа. Вы удивитесь, но это ошибка. Ошибка номер 2. Это умывание горячей водой. Что такое горячая вода? Это не просто горячая вода, которую вы ощущаете кожей и руками как горячую, но и та, которая значительно отличается от температуры человеческого тела. То есть 36,6-37 градусов. Дальше это все горячая вода. Почему это плохо? Потому что горячая вода лучше растворяет кожное сало. Вы смываете это кожное сало, все, коже нечем удерживать влагу. Третье – это плохо увлажнять кожу. Умылись, вытерли кожу полотенцем и ничего больше не сделали. На самом деле применить несколько капель тоника после умывания – это уже увлажнение кожи. Если вы добавите на тоник несколько капель увлажняющей сыворотки, ту, которая содержит гиалуроновую кислоту, ту, которая содержит масла, ту, которая содержит другие увлажняющие компоненты, это еще одна помощь клеткам вашей кожи. Это еще не про то, что там сильно как-то накрасивливаться. Это
простой уход. Обязательно посмотрите ролик до конца, чтобы узнать, как правильно слоями увлажнять кожу. Четвертое – это нежелание пользоваться обогащенными жирными плотными кремами. Как будто он может повысить жирность вашей кожи. На самом деле нет, потому что жирный, плотный, обогащенный, насыщенный крем позволит клеткам вашей кожи хорошо питаться, хорошо себя чувствовать, правильно выполнять свои функции и правильно воссоздавать гидролипидную мантию кожи. Еще частая такая штука, которую я слышу, если мазать свою кожу жирным правильным кремом, то она перестанет сама себя увлажнять. На самом деле нет, потому что с возрастом, особенно если вам больше 30 лет, текстура кожи начинает меняться. Сосуды, которые приносят питательные вещества, в том числе жиры, начинают запустевать, начинают плохо функционировать. И кожа по естественным, так называемым причинам, хуже питается. Поэтому если вы нанесете на нее хороший обогащенный жирный крем, это только поможет вашей коже. Пятая ошибка – это не использовать или редко использовать в своем уходе маски. Это касается и мужчин, и женщин, и молодых, и старых. Маски содержат огромное количество полезных вещей, которыми их насыщают производители специально. Подробнее о тех компонентах, которые обязательно должны в состав масок входить, я расскажу чуть позже. Использование масок, а их сейчас огромное количество разновидностей. Они есть гидрогелевые, тканевые, маски несмываемые, маски смываемые, те, которые увлажняют, питают, очищают, которые снимают сухость, раздражение, борются с сосудистыми проявлениями, с пигментациями и так далее. Их огромное количество. И этот продукт на самом деле чудесно увлажняет кожу на длительный период времени. Поэтому обязательно используйте маски. Часто люди говорят, что не видят эффекта от масок. На самом деле, конечно, если использовать маску не по назначению, неправильно подобранную к вашей коже, вы эффекта, может быть, и не увидите. И еще один момент – это редкое использование масок. Иногда вы можете увидеть, что производитель не обозначает четко, как часто нужно использовать маску. И вы... Похлопали. Помогло. Часто на упаковке маски вы можете увидеть, что производитель не обозначает четко, с каким интервалом ее нужно использовать. И вы применяете ее, например, раз в неделю или раз в месяц. Конечно, вы не увидите эффекта от маски в таком случае. Правильно использовать маски, если не написано что-то другое, каждый день. Итак, топ ингредиентов, которые обязательно должны находиться в ваших кремах, масках и прочих средствах по уходу за кожей. Это глицерин, который позволяет вашей коже не высохнуть. Это гиалуроновая кислота, которая позволяет удерживать на поверхности вашей кожи и в порах достаточное количество воды. Третье. Керамиды. Это такие белковые компоненты, которые позволяют правильно вашей коже самостоятельно себя увлажнять и отстраивать свою функцию правильно. Четвертое – это сквалан. Сквалан мой любимый. Это тот компонент, который входит в состав качественных средств по уходу за кожей и позволяет ей правильно воссоздавать свою гидролипидную мантию. И пятый ингредиент – это драгоценные масла. Высококачественные масла позволяют мембранам клетки работать так, как они должны работать от природы. Итак, как правильно ухаживать за кожей? Расскажу вам секрет слоев. Умылись и нанесли увлажняющий тоник. Пока ваша кожа влажная, наносите масла, если ваша кожа сухая. Есть специальные масляные сыворотки, совершенно чудесные. Несколько капель масляной сыворотки. Если ваша кожа жирная, то можете сразу увлажняющую сыворотку или сыворотку, обогащенную, например, неоцинамидом, витаминами группы В и так далее. Короче, сыворотка обязательно. Дальше, пока кожа еще не высохла, но уже впитала сыворотку, наносим увлажняющий крем. После того, как увлажняющий крем вы нанесли на всю поверхность, сразу же, тут же наносите питательный крем. И вот после правильного соблюдения слоев ваша кожа на целый день будет защищена от высыхания. А вечером обязательно применяйте маску в конце такого же ухода. Это занимает меньше минуты и работает на миллион.